Что вы знаете о Турции? Это страна помидоров, туризма и отелей все включено? Да, по чистоте и экологичности пляжей Турция занимает третье место в мире, после Испании и Греции. Поэтому Турцию любят не только русские, но и немцы, датчане и другие европейцы, привыкшие к комфорту и хорошему сервису. Но что из себя представляет эта страна за пределами отелей? Что, если я вам скажу, что в Турции есть не только теплое море, но и больше десятка горнолыжных курортов, цены на которые тоже покажутся сказкой? Что, если я скажу вам, что туризм на самом деле занимает лишь малую часть, около 10% от экономики Турции, которая является одной из наиболее быстро развивающихся экономик в мире? По величине ВВП по паритету покупательной способности Турция в прошлом году заняла 11 место в мире. Современная Турецкая республика пережила на своих землях развитие и гибель 5 великих государств – Древней Греции, Римской империи, Персии, Византии и Османской империи. Поэтому такие известные личности, как Геродот, Гомер, апостол Павел, Омар Хайям, баснописец Эзоп и даже мифический царь Мидас родом, можно сказать, из Турции. В 1923 году Османская империя распалась, и образовалась современная Турция. Удивительным историческим фактом для меня является то, что Турция, мусульманская страна, является одновременно колыбелью православия. Константинополь, который был столицей христианской империи, сейчас называется Стамбулом и является крупнейшим городом Турции с населением свыше 15 миллионов человек. Кстати, всего в Турции проживает 83 миллиона. В метро Стамбула вы можете совершить уникальное путешествие, проехавшись из Азии в Европу и обратно под проливом Босфор. Тоннель на глубине 60 метров под уровнем моря – это единственный в мире подводный тоннель, соединяющий Европу с Азией. А Стамбул является единственным в мире городом, который находится сразу в двух частях света. Правда, европейская часть всей Турции составляет всего 3% от общей территории. Но именно эти 3% дали возможность Турции стать официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. Турция – единственное светское государство из 53 исламских стран мира. Это значит, что религия здесь отделена от государства. Место судьи Верховного суда впервые в мировой практике заняла женщина именно в Турции, что для мусульманской страны, согласитесь, довольно нетипично. И как бы это ни было странным, Турция бережно хранит христианское прошлое своих земель. В городе Мардин до сих пор можно услышать родной язык Иисуса Христа – арамейский. Крест, на котором был распят Иисус, находится сейчас в церкви Святого Георгия в Стамбуле. В Стамбуле же находится и собор Святой Софии, который больше 1000 лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Библейская святыня гора Арарат, в которой пришвартовался Ноев ковчег, сейчас находится не в Армении, а на территории Турции. И еще одна святыня христианского мира – церковь Святого Николая Чудотворца – располагается в турецком городе Демре. Удивительный факт. Но Святого Николая принято считать прообразом Санта-Клауса. Собственно, Санта-Клаус и переводится как «Святой Николай». Согласно житию, Святой Николай ночью подкинул кошелек с деньгами в дом некоего бедного гражданина. Бросил он его, конечно же, в трубу, а тот угодил в чулок, оставленный для просушки. Так и возникла традиция рождественских подарков. Кстати, если хотите порадовать меня перед Рождеством, не забудьте поставить лайк этому видео. А еще, вы, наверное, слышали о 7 чудесах света. Так вот, 2 из 7 чудес находятся на территории Турции. Храм Артемиды Эфесской и мавзолей в Геликарнасе. Кроме того, считается, что всем известная Троя тоже находилась на территории Турции.
Всего тут насчитывается 440 тысяч различных историко-археологических объектов, а еще 18 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относится Памуккале, природный объект, название которого переводится как «хлопковый замок». Это геотермальные источники невероятной красоты, с нежно-голубой водой, стекающей по каскаду террас из травертина, горные породы, образованные из минералов кальция. Все это выглядит очень нежно и хрупко, как будто вот-вот все должно растаять. Но жара этим ваннам нипочем. Правда, лучше всего Памуккале выглядит на фотографиях, потому что на них нет туристов. И Каппадокия. Местность с чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения и пещерными поселениями. По слухам, именно Каппадокия вдохновила Джорджа Лукаса при создании пустынных ландшафтов Татуина в «Звездных войнах». Но визитной карточкой региона являются воздушные шары, на которых туристам предлагают встретить рассвет и полюбоваться необычным рельефом гор, окрашенных красным солнцем. Турция является родиной турецкого кофе. Это особый рецепт приготовления напитка, который был признан уникальной ценностью и тоже включен в список наследия ЮНЕСКО, правда, нематериального. И турку для варки кофе тоже придумали турки. Турки очень любят кофе, и раньше даже существовал закон, что если мужчина не может обеспечить женщину хотя бы одной чашечкой кофе в день, то она может смело подавать на развод. Но вместе с этим современные турки очень любят пить чай и потребляют его больше всех в мире. Даже больше, чем англичане, представляете? Чай они пьют из особых турецких чашек. Для русского человека их название звучит забавно – бардак. Однако форма самих чашек весьма изысканная и утонченная. По древним легендам, она была позаимствована у тюльпанов, которые в восточных традициях являются символами любви. Кстати, родиной тюльпанов сейчас очень часто называют Голландию. Сейчас там выращивается множество этих цветов, но в Европу этот цветок попал только в 16 веке и именно из Турции. А название его происходит от турецкого слова «тюрбан». А еще родом из Турции джинсы Collins и такие бренды, как Cotton, LC Waikiki и De Facto. Бытовая техника Бико, пена для бритья Арко, мыло Дуру и пиво Эфес. Одна из древнейших пород домашних кошек – турецкий ван, тоже родом из Турции. В Турции вообще огромное количество кошек на улицах, и их в этой стране не прогоняют даже из самых дорогих отелей. Наоборот, с радостью подкармливают и заботятся. А на улицах городов стоят автоматы, которые за мелкую монетку насыпят вам корм для животных. Хотя чаще всего я и так наблюдала там горку корма. Но именно турецкий ван среди всех остальных пород кошек выделяется своей нетипичной особенностью. Они не просто не боятся воды, а наоборот очень любят плавать и сами с радостью лезут в воду. А благодаря частому купанию они почти не вызывают реакции у аллергиков. Еще у этих котеек очень часто встречаются особи с гетерохромией, когда один глаз у них голубой, а другой янтарный. Но нам в России Турция больше всего известна из-за своей плодоовощной продукции. Хотя в структуре экспорта Турции Россия занимает всего 2% от общего объема, а около половины приходится на страны ЕС. Но туда экспортируется в основном бытовая техника, Бико и Вистель, и автомобили. Это, кстати, самая большая доля в экспорте, до 16%. Турция входит в пятерку крупнейших автопроизводителей в Европе. В стране расположено 13 автозаводов, и они производят или собирают Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Toyota, Honda, Opel, Daimler, Isuzu, автобусы Mercedes и MAN.
Что касается сельхозпродукции, то Турция является крупнейшим в мире производителем фундука, вишни, инжира, абрикосов, айвы и гранатов, вторым по величине арбузов, огурцов, орехов, третьим – помидоров, баклажанов, зеленого перца, чечевицы и фисташек, а еще маслин, лука, сахарной свеклы, табака, яблок, миндаля, ржи и, конечно же, цитрусовых. Те, кто когда-либо отдыхал в районе Анталии, наверняка видели эти бесконечные ряды теплиц. Хотя, казалось бы, зачем в такой теплой стране теплицы? Вы купаетесь и загораете в ноябре, ребят! Но именно это помогает им собирать урожай до 4 раз за год. Государство полностью обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией с 1980 года. И если нам кажется, что помидоры у них деревянные, то в самой Турции безумно вкусные фрукты и овощи. Турки – очень трудолюбивый и работящий народ. В большинстве сфер, кроме государственных учреждений, есть только один выходной. А государственные работники – врачи, клерки, полицейские – получают очень хорошую зарплату. Это позволило свести к абсолютному минимуму коррупцию на бытовом уровне. Если работника поймают, то уволят, и он больше не сможет устроиться на такую работу и вряд ли будет получать такую высокую зарплату. Полицию тут уважают и не боятся. Проверено лично. Они могут зайти в отель попить водички и поболтать с персоналом или гостями. Здравоохранение тут тоже на очень высоком уровне. Медицина страховая. И если вы работаете, то медицинский полис вам оплачивает работодатель. А для граждан Турции младше 18 лет вся медицина в принципе бесплатная. На пенсию в Турции мужчины выходят в 60 лет, женщины в 58. Но если женщина родила и воспитала более 5 детей, то ей разрешается уйти на заслуженный отдых аж на 10 лет раньше, то есть в 48 лет. Турки живут, как правило, всей семьей вместе, поэтому жилье тут строят очень просторное. Студии и квартиры с одной спальней можно найти только в курортных зонах. Но с недавнего времени студии вообще запретили строить. Туркам непонятно, как можно жить на 30 квадратных метрах. Подробности о недвижимости в Турции и в целом об этой стране с точки зрения иммиграции я буду рассказывать в следующем ролике. Подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Турецкие мужчины обязаны отслужить в армии. Срок службы варьируется от 3 недель до 15 месяцев, в зависимости от образования. Чем больше учишься, тем меньше служишь. Ограничений по возрасту практически нет. Можно пойти в армию даже с сыном, когда он повзрослеет. Вдвоем-то всяко веселее будет. Несмотря на такие гибкие условия, турецкая армия считается одной из сильнейших в Европе. Простые турки гордятся своей национальной принадлежностью и готовы отстаивать интересы своей страны. Не зря же, в общем счете, русско-турецкие войны охватывают период длительностью 351 год. За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет. Но мне кажется, что это говорит лишь о том, что есть в наших народах что-то похожее. И мы, и они трудолюбивые, гордые и упертые, и не хотим отдавать и пять земли, которую считаем своей. Просто так уж сложилось, что границы наших интересов совпадают. Но я думаю, что это не повод считать простых людей своими врагами. Нужно учиться жить мирно и вести диалог. Выгодное партнерство всегда лучше вражды. А нам есть чему у них поучиться. Пишите в комментариях, что нового вы узнали о Турции и что вас удивило больше всего. Я, например, совершенно не ожидала, что в Турции пользуются популярностью горнолыжные курорты. А еще меня удивил факт про Санта-Клауса. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и вы хотите меня поддержать. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!